Всем привет! Меня зовут Жанара, вы на канале Нитка KZ, и это видео мастер-класс по вязанию детской сумочки из трикотажной пряжи. Диаметр сумочки 19 сантиметров, застежка магнитная кнопочка. Вяжется сумка очень легко, этот видео мастер-класс подойдет для новичков. Нам понадобятся материалы: трикотажная пряжа, у меня это пряжа Алтын, толщина 9 миллиметров. Я буду использовать 3 цвета: молочный, зефир и небесный. Крючки номер 6 для основного вязания и номер 4. Колечки диаметром 25 миллиметров, 2 штуки. И также застежка магнитная кнопка диаметром 18 миллиметров. Начинаем вязание. Предварительно нитку нужно хорошенько растянуть. И делаем колечко амигуруми. Вначале провязываем 2 воздушные петли. И затем продолжаем. Вяжем в кольцо 8 полустолбиков с накидом. Заканчиваем. Теперь мы можем потянуть за короткий кончик нити, и колечко у нас в середине тоже затягивается. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы присоединяем новый цвет пряжи. Эту пряжу тоже хорошенько растягиваем. И на этом этапе нам нужно будет последнюю петлю закрыть новым цветом пряжи. Теперь закрываем ряд. 2 петли в начале пропускаем и затем вводим крючок под первую горизонтальную петельку и делаем 1 соединительный столбик. Далее мы будем уже вязать узор, поэтому вначале нам нужно сделать 3 воздушные петли. Далее мы вяжем узор, пышные столбики. Вначале делаем накид на крючок. Обратите внимание, что скрутка нити у нас смотрит вверх. Теперь вводим крючок под первую петельку, вот таким образом. Захватываем ниточку, скрутка смотрит вверх, и при формировании петли скрутка нити впереди будет смотреть вовнутрь петли. Опять делаем накид, вытягиваем вторую петлю, накид и третья петля. Итого у нас на крючке 3 петли и 3 накида. Через все петли провязываем 1 и затем 3 воздушные петли. Продолжаем. Делаем накид, вводим крючок под следующую петельку внизу и тоже провязываем 3 длинных петли с накидами. 1, 2, 3. Теперь через все петли на крючке провязываем 1 петлю и 3 воздушные петли. И продолжаем следующую петлю, опять вяжем узор пышные столбики.
Итак, мы с вами продолжаем вязать до конца ряда. У нас должно получиться всего 8 пышных столбиков. Заканчиваем. Вяжем последний раппорт узора и в конце делаем 2 воздушные петли. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы опять меняем цвет пряжи. Следующий цвет у меня это зефир. Здесь нам нужно оставить одну воздушную петельку, а вторую воздушную петельку мы делаем уже новым цветом. И затем закрываем этот ряд. Вяжем соединительный столбик. И затем 3 воздушные петли. Опять вяжем узор пышные столбики, вводим крючок в пространство между пышными столбиками из предыдущего ряда. Вяжем также 3 длинных петли с накидами. Закрываем их все одной петлей. И затем делаем 3 воздушные петли. Теперь вводим крючок в пространство между следующими пышными столбиками и опять провязываем наш узор. Провязываем 3 воздушные петли. И теперь давайте посмотрим. Здесь у нас в каждую арку нам нужно связать по 2 пышных столбика. Мы вводим крючок опять в это же отверстие и провязываем еще один узор. Затем мы делаем 3 воздушные петли. Далее мы вяжем в следующее отверстие. Тоже провязываем по 2 узора в каждое отверстие. Это у нас первый.
Затем делаем 3 воздушные петли. И теперь опять в это же место мы вяжем второй узор. Давайте посмотрим. Вот так у нас в каждое окошко мы провязываем по паре узоров. Так продолжаем до конца ряда. Заканчиваем. Обратите внимание, здесь мы опять меняем цвет пряжи. Я беру первый цвет пряжи, голубой. Закрываем этот ряд. Делаем соединительную петельку. И затем воздушную петлю. Теперь здесь у нас уже получилось 16 раппортов узора. В каждое окошко мы провязываем по 3 столбика без накида. Здесь очень простой узор, мы просто вяжем в каждое окошко по 3 столбика. И так продолжаем до конца ряда. Давайте посмотрим. Мы подходим к концу этого ряда. Осталось у нас последнее окошко. В него тоже провязываем 3 столбика без накида. И теперь мы далее будем вязать уже по спирали. Не закрываем ряд, а просто продолжаем вязать поверх. Опять вводим крючок в арочку и провязываем 3 столбика без накида в арку поверх предыдущего ряда. Следующую арку тоже вяжем поверх предыдущего ряда 3 столбика без накида. И так мы с вами продолжаем до конца ряда. Заканчиваем. Вот такой круг у нас получился. Отрезаем кончик нити. Здесь кончики нити от других нитей мы тоже отрезаем. Закрываем последнюю петлю. И теперь нужно спрятать все кончики нитей внутри петель. Вот эти кончики тоже аккуратно прячем внутри петель. Закончили. Связали первый круг. Нам нужно будет таких 2 круга. Давайте его измерим. У меня получился диаметр 19 сантиметров. У вас может немного отличаться размер, потому что многое зависит от толщины пряжи и плотности вязания. Итак, мы с вами вяжем точно такой же второй круг. Единственное отличие здесь, что кончик нити мы не отрезаем. Он теперь нам нужен для того, чтобы соединить эти 2 круга вместе. Мы прикладываем их друг к другу, сопоставляем так, чтобы швы находились напротив друг друга. Вводим крючок за 2 полупетельки на одном круге и за 2 полупетельки на втором круге. И делаем соединительные столбики. Так продолжаем с вами вязать соединительными столбиками. Но вяжем мы не полностью по кругу, а нам нужно будет оставить отверстие, которое будет верхом сумки.
Итак, вот так мы с вами провязываем до верха, заканчиваем. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. Я оставила 5 раппортов. И здесь тоже 1, 2, 3, 4, 5. Если вам покажется, что это расстояние маленькое, вы можете оставить больше. Теперь кончик нити отрезаем и прячем его внутри петель. Вот такая сумочка у нас получается. Внутри она довольно вместительная, диаметр 19 сантиметров, то есть телефон даже помещается. И еще я хочу сделать длинную ручку. Для этого ниточку хорошенько растягиваю, отмеряю 150 сантиметров и затем таких отмеряю 4 полоски, но нитку не отрезаю, это все одна длинная полоска. 4 сложения по 150 сантиметров. Затем я беру вторую такую же полоску, также ее складываю, 4 сложения по 150 сантиметров. Теперь два кончика нити просто сшиваю ниткой иголкой вручную. Вот так прикладываю их друг к другу по диагонали и аккуратно прошиваю. Готово. Пришила два кончика нити и место, где я пришивала, почти что незаметно. Точно так же зашиваю вторую полоску, замыкаю в кольцо. Итак, у меня получилось вот такое длинное кольцо, я его складываю в 2 раза. И вторую нитку я тоже складываю в 2 раза. Теперь эти два колечка я совмещаю вместе. И теперь вам понадобится кто-нибудь для помощи или просто прикрепите один кончик на крючок. И затем отойдите на полную длину и скрутите нашу ручку до упора. Затем складываем ручку пополам, и она сама закручивается вот таким образом, и у нас получается вот такая ручка. Один кончик можно не придерживать, а второй нужно придерживать и сразу одеть на него колечко, чтобы он не распустился. По длине ручка у меня получилась примерно 60 сантиметров. С противоположной стороны тоже одеваю кольцо. И вот такая ручка у меня получилась. Далее давайте пришьем магнитную кнопочку. Пришивать я буду прозрачной мононитью. Также можно пришивать обычной швейной нитью. Кнопочку прикладываем внутри сумки сверху и пришиваем две половинки кнопки напротив друг друга. Итак, я пришила одну половинку кнопки, теперь вторую половинку пришиваю напротив первой, ровно посередине. И вот я пришила кнопочку, и сумочка наша почти готова. Теперь нам осталось только прикрепить ручку. Открываем колечки и цепляем их по бокам сумки.
И вот такая детская сумочка у меня получилась. Связала я ее очень быстро, буквально за пару часов. Я надеюсь, вам понравился этот видеомастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, отмечайте меня под вашими работами в Инстаграме. Мне будет очень приятно увидеть ваши фотографии. До новых встреч!